Как подойти к руководителю и обсудить повышение зарплаты? Меня зовут Ткач Даниил, более 15 лет я руководил большими коллективами в банковской сфере. И сейчас я расскажу вам о том, как правильно построить разговор с руководителем и каких ошибок лучше не допускать, если вы хотите правда уйти из этого разговора с долгожданным повышением заработной платы. Если вы хотите больше видео о карьере, о карьерном развитии, поддержите этот ролик, ставьте лайки, оставляйте комментарии, мы будем рады прочитать каждый ваш комментарий. Итак, в интернете вы найдете кучу статей о том, как правильно подготовиться к разговору с руководителем о вашей заработной плате. Вам расскажут, что делать, какие тезисы подготовить и так далее, но на самом деле, начинать надо с того, что точно не надо делать. Первая ошибка в разговоре с руководителем о заработной плате – это приурочивать этот разговор к реализации какого-то классного проекта, которым вы можете гордиться и который, как вы считаете, оценит руководитель. Это неправильно, потому что вы тем самым уже сейчас показываете, что вы готовы делать серьезные проекты, не обсуждая вашу мотивацию за реализацию таких проектов. Гораздо лучше как раз в моменте поговорить с руководителем и договориться о том, что повышение вашей заработной платы будет зависеть от успешной реализации как раз этого проекта. Таким образом, вы возьмете на себя не только ответственность за реализованный проект, но и будете понимать, что на конце вас ждет некий бонус за его реализацию в виде новой заработной платы. А руководитель подтвердит свою ответственность за то, что он действительно видит в вас перспективу и готов в случае, если вы делаете классные проекты, повышать вам заработную плату. Еще раз, договариваемся об изменении заработной платы до реализации крупного проекта, который зависит от вас, не после. Одна из самых распространенных ошибок в повышении заработной платы – это ждать, что руководитель сам вас заметит и оценит ваши труды и сам заговорит о повышении. На моей практике так делают всего 20% руководителей. Остальным 80% объективно, удобно не повышать вам заработную плату, потому что у каждого из них есть свое ограничение по бюджету, и если вы не поднимаете эту тему, то повышать заработную плату он будет тем, кто подходит и говорит о своих желаниях. В чем суть этой ошибки? В том, что такая ошибка приводит к завышенным ожиданиям от руководителя и в дальнейшем к обидам на руководителя, что он в итоге не заметил ваши труды и не вознаградил вас другой заработной платой. Хотя на самом деле вы можете быть очень ценны для руководителя, но ему просто удобно в моменте не менять вам заработную плату. Возьмите в этом случае инициативу в свои руки и подойдите к руководителю. Еще раз, говорить о своей зарплате важно и нужно. Это нормальный элемент взаимодействия с руководителями. Не ждите, что руководитель сам проявит инициативу. Эта инициатива в ваших руках. Следующая ошибка, она на самом деле присуща каждому третьему сотруднику. В моих коллективах работало очень много классных, талантливых, перспективных ребят, но часть из них считали себя посредственными специалистами. Проще говоря, у них была низкая самооценка. К чему это приводило? К тому, что они даже приходили на разговор с руководителями, но внутри себя они заранее знали, что они не считают себя достойными этого повышения. И это всегда чувствуется в разговоре. Поэтому руководитель, считывая с сотрудника такой посыл, что он в принципе готов смириться и с более низкой заработной платой, к этому и подводил диалог. Поэтому будьте уверены и понимайте свою ценность перед разговором с руководителем. Следующий вопрос касается тех, кто любит задолбать своего руководителя. Есть и такие. Их цель каждые 2 недели напоминать о том, что ему нужно повысить зарплату. Проблема следующая. Зачастую руководитель не обладает нужным бюджетом в моменте. Либо ему нужно провести ряд кадровых процедур, чтобы дать возможность повысить зарплату данному человеку. Либо, что еще интереснее, этот человек, который достает руководителя своим повышением, не один в очереди. И есть более значимые сотрудники, которым тоже нужно организовать изменение оклада. К чему это приводит? Такой сотрудник, получая от руководителя в целом поддержку на то, чтобы в дальнейшем повысить его оклад, чрезвычайно достает руководителя. И в итоге это приводит на самом деле к негативным результатам. Руководителя уже вообще не хочет встречаться с таким сотрудником, и часто это просто портит отношения и на самом деле не приводит к желаемому результату.
Поэтому будьте настойчивы с одной стороны, но не слишком, чтобы не испортить отношения с руководителем. Теперь мы переходим к ошибке, которая касается непосредственно вашей переговорной позиции. Чаще всего переговорная позиция сотрудника сводится либо к оценке его значимости или вклада в результат организации, либо сводится к знанию рынка и пониманию того, что специалисты такого уровня стоят больше. Вам нужно быть готовым к любому развитию диалога, поэтому перед тем, как пойти к руководителям, изучите рынок, поймите, сколько стоят специалисты вашего уровня, и если у вас на руках будут примеры или резюме, или вы хотя бы сможете сказать, что вы знаете рынок, и такие специалисты стоят дороже, это существенно усилит вашу позицию. Изучайте рынок, понимайте свою ценность, это сильно улучшит вашу готовность к диалогу с руководителем. И последняя, самая интересная ошибка – это сильная привязанность к компании. Такие сотрудники часто начинают переговоры о заработной плате с фразы: «В любом случае я хочу с вами работать и останусь в компании, но я бы хотел, чтобы вы обратили внимание на то, что я недоволен заработной платой». Такие переговоры заканчиваются всего двумя вариантами. Первый вариант. Руководитель пойдет вам навстречу и оценит ваш вклад и, соответственно, пойдет на повышение заработной платы. А у второго варианта получается не самый лучший результат. Вы, по сути, заранее говорите руководителю, что бы он ни решил, вы все равно будете работать в этой компании. А, соответственно, даете ему возможность не повышать вам заработную плату и сохранить вас в коллективе, чем он может и воспользоваться. Проблема такого подхода в том, что сотрудник, будучи очень лояльным, может близко к сердцу принять результат таких переговоров, и в дальнейшем компания может его потерять. Таким образом, цените компанию, но не будьте предельно лояльны к ней. Помните, что если компания не идет вам навстречу и вы не можете договориться по справедливым условиям оплаты труда, лучше пойти дальше и искать новую команду для себя. Друзья, давайте поболтаем в комментариях, напишите, какие из этих ошибок вы допускали и к каким результатам это приводило. Мы читаем каждый комментарий, нам будет очень интересно с вами поговорить. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки этому ролику. До встречи!